Привет! Добро пожаловать на мой канал. Информация не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим совершеннолетия или со слабой психикой. В этом видео я хочу высказать свое мнение о разных моментах. Я уверена, что обсудить это вместе с вами будет намного интереснее. А еще я буду очень рада, если мои видео смогут поднять вам настроение или немного отвлечь от жизненных переживаний. Ну что, друзья, давайте начнем. Я хочу выделить главные темы обсуждения, но скажу, что их будет намного больше. Самые главные темы. Новые подробности из шоу Чимина и Чонгука. Статья о шоу, которая наделала столько шума. Паспорт Чонгука. Чонгук в армии с девушкой-айдолом? И это лишь некоторые темы, которые я хочу обсудить с вами. Я не буду называть сейчас все, иначе так просто не будет интересно смотреть. Новый момент из шоу Чимина и Чонгука. Им, как всегда, весело вместе. Чимин и Чонгук обувь делят. Статья, которая наделала столько шума, но обо все по порядку. Журнал W Korea и их описание к шоу. Участники главного броманса BTS, Чимин и Чонгук отправляются вместе в путешествие. Дружба между Чимином и Чонгуком, последними участниками BTS, которые пошли в армию вместе, хорошо известна среди армий. Чонгук, который источает феромоны грубого мужчины, и Чимин, у которого есть деликатная сторона, из-за которой хочется его защитить. Чонгук, который не может выпить ни одного стакана алкоголя, и Чимин, который может сделать мощный ваншот. Хотя они такие разные, их прозвали пусанцами, потому что они из одного родного города. Эти двое, которые верят, что даже пустыня может стать морем, когда мы вместе, отправляются в США, на остров Чеджу и в Саппоро, чтобы создать воспоминания перед призывом и запечатлеть свою особую юность. Очень милая статья, и мне особенно нравится, как они процитировали строчки из Letter. Но что мы видим потом? Статья исчезла. W Korea пришлось удалить статью о тревел-шоу Чимина и Чонгука из-за соседей, которым не понравилась правда. Соседи перечитали фанфики, из-за чего не могут спокойно воспринимать слово феромоны. Речь идет о сознании этих идиотов, а не о том, кто написал эту статью. Нет необходимости искать намеки на мегаверс там, где это не нужно. Никто, кроме соседей, даже не подумал об омегаверсе. В отличие от этих идиотов, у которых в голове постоянно крутятся мысли о совокуплении Чонгук и Тэхёна, у нас есть дела поважнее. Давайте взглянем на статью и поймем, что у Чонгука действительно имидж мужественного парня, который хочет защищать Чимина и заботиться о нем. Сколько раз Чимин говорил, что Чонгук защитит его, и сколько раз Чонгук это доказывал. Чонгуку нравится заботиться о Чимине, а Чимину нравится иногда вести себя так, будто он ничего не может сделать. Просто пример, который пришел мне в голову, когда Чимин притворился, что не может прыгнуть, и попросил помощи у Чонгука. Спойлер, когда Чонгука нет поблизости, Чимин может спокойно запрыгнуть на нужную высоту. Сначала я покажу вам, как высоко может подпрыгнуть Чимин. Но вот что происходит, когда Чимин хочет, чтобы Чонгук продемонстрировал свои мужские феромоны.
Чимину нравится, когда Чангук делает что-то подобное для него. Чимин сказал Чангуку: «Я сказал тебе научиться боксу, чтобы защитить меня». Чангук подтверждает, кивает головой. Чимин оставил комментарий: «Да, это хорошо. Расти и защищай меня». А теперь я покажу пример, когда Чимин даже не догадывается, что Чангук защищает Чимина, чтобы он не упал с лестницы. И таких примеров очень много. W. Корея не лгала, когда писала: Чангук, который источает феромоны грубого мужчины, и Чимин, у которого есть деликатная сторона, которая заставляет тебя хотеть защитить его. Вот еще пример, когда Чангук делает это неосознанно. Я не думаю, что вы понимаете, насколько важным был этот момент. Он самый младший, и он налетел на старшего участника, чтобы защитить Чимина. И когда он уходил, он не сводил с него глаз. Хасок был в шоке. Сразу понятно, какая реакция будет у Чангука, когда посмеет обидеть его Чимин, ни о ком, только о Чимине. Чангук просит Чимина быть осторожным, а затем предлагает свою помощь. 이거 자를게요. 형아 손 다친다 손 다친다 형아 손 다친다 손 다친다 아니 나는 괜찮은데 이게 내가 자르는 게 더 괜찮아. 나을 것 같아. 근데 이게 내가 자르는 게 더 괜찮아. 나을 것 같아. 잘라줘요? 마음이 아프다. 근데 이게 내가 자르는 게 더 괜찮아. 나을 것 같아. 잘라줘요? 마음이 아프다. 근데 이게 내가 자르는 게 더 괜찮아. 나을 것 같아. 잘라줘요? 마음이 아프다. Чангук сказал: «Осторожнее, держись за меня, Хён». И Чимин держится своими лапками за Чангука. Чангук всегда ждет своего Чимина. Я просто хочу сказать, что это правда. Чангук и Чимин оба счастливы участвовать в этой игре, и они сами придумали эти правила. И когда, основываясь на всех примерах, которые произошли в реальности, и на статье, в которой был сделан реальный вывод по этому поводу, все еще находятся люди, которые приходят в ярость, для меня это странно. Люди просто не принимают правду. И не забывай, что между Чимином и Чангуком все взаимно. Чимин прикрывал спину Чангука, когда тот повредил ее, и помог ему добраться до аэропорта.
Чангуку было плохо, и Чимин пытался его утешить. Вместо статьи такая же пустота и грусть, как в головах отчаявшихся людей, которые не смогли потушить свои горящие задницы. Как говорится, из песни слов не выкинешь. То, что появилось в интернете, там и остается. Это просмотрели миллионы людей. Чимин и Чангук, без сомнения, самые близкие люди. Если вы говорите, что любите своего биаса, перестаньте ненавидеть человека, которому он ближе всего. У этих двух замечательных мужчин потрясающая связь, независимо от того, считаете вы это романтичным или нет. Они самые близкие. Шоу еще не вышло в прокат, а у кого-то уже случился сердечный приступ. Давайте двигаться дальше. Многих также оскорбило слово «деликатный». Неужели эти люди не знают о нежной и заботливой стороне Чимина? Вы совсем не знаете Чимина? Чимин может быть разным. В нем есть мягкая и нежная, сильная и мужественная сторона. Вместо того, чтобы отвергать что-либо из этого, лучше принять и то, и другое, как это сделал Чимин. Сторона Чимина – милашка. Он выглядит слишком мило, когда поет этот детский стишок. Вопрос: кто из участников милашка? Ответ Чангука – Чимин. Чимин? Чангук. Чимин знает, что он милый. Иногда я видел, как он намеренно ведет себя мило. Ах, я такой милый. При этом улыбка Чангука, я знаю, что он очень мил. 본인이 귀엽다는 걸 너무 잘 알아요. 뭔가 일부러 하는 행동이 가끔 눈에 볼 때는 나 너무 귀여워. Чангук сказал, у Чимина пальцы ног такие милые. Каким голосом Чангук говорит, что Чимин милашка? 나와요 다? 겁나 귀여워. Это улыбка Чангука из серии «Мой парень такой милашка». Чангук всегда смотрит на Чимина. Мощная страсть Чангука оказывает милое воздействие на Чимина. Все, что делает Чимин, мило для Чангука. Чимин лежит, свернувшись клубочком, на диване. Чангук при просмотре этого момента. Мило. 귀여워. Самый милый факт дня. Тон и характер Чимина похожи на голос и натуру его мамы. В какой же невероятной заботе и доброте рос Чимин, что его мягкость – это то, что связывает его с мамой. 어머니는 저한테 화를 내신 적이 거의 없으시죠. 나와 원래. 그러니까 지민이가 말투나 이런 게 어머님이 그러시면 어머님이 좀 약간 그 말투도 좀 지민 씨하고 비슷하고 예 저랑 성격이 거의 비슷해가지고 나와 이게 나온다니까.
И, к слову говоря, у Чангука тоже есть очень милая сторона. Чимин тоже в восторге от этого. Чимин сказал Чангуку: «Почему мой малыш такой милый?» 착해. 그리고 내 새끼 왜 이렇게 착해? 착해. 그리고 내 새끼 왜 이렇게 착해? А теперь комментарии соседей, которые считают, что называть Чимина деликатным, милым или нежным было бы унизительно. Это те самые люди, которые кричат о Тэхёне Омеге. Какое же унижение назвать так мужчину, я в шоке, слов нет. Чигукеры там радуются и даже не осознают, что написали о Чимине. Я в бешенстве. Я повторюсь, в чем проблема, если Чимин действительно себя с такой стороны показывает рядом с Чангуком? Давайте двигаться дальше. Это странная ситуация. Сначала я расскажу об этом с той стороны, с которой они хотели нам это представить, а потом мы попытаемся разобраться. Аккаунт, который действительно хочет показать, что он фанат Чимина, кидает данные на фото из паспорта Чангука и просит скинуть скриншоты прослушивания песни Чимина, после чего этот аккаунт раскроет всю правду о Чангуке. Конечно, я не знаю всей правды, но я действительно не верю, что это фанат Чимина или Чангука. Этот человек явно хотел показать, что он фанат Чимина, и чтобы мы заметили это и начали ненавидеть всех фанатов Чимина, что собственно и произошло. Угрозы и слова ненависти посыпались на множество аккаунтов. Корейские фанаты начали писать, что это фото было подделкой, так как имя было написано с ошибкой. Корейские фанаты просят подождать и не делать поспешных выводов, так как пока не ясно, чего хочет этот человек и кто настоящая жертва в этой ситуации. Напоминание: Чимин может узнать руки Чангука и лицо Чангука. 어깨가 너무. 저거. 이거 정국이 손이 아닌데? 이 정국이 느낌이 아닌데? 이거야. Недавно появилась новость о том, что Чимин и Чангук раздали свои автографы старшему из их подразделения, который собирается уходить. Соседям настолько не понравилась эта ситуация, что они решили выдвинуть слух о том, что Чангук служит в армии с девушкой-айдолом, даже не упомянув Чимина. Чимин и Чангук обладают невероятным динамичным видением. Как только Чимин искал воду для питья, Чангук, который сидел за Намджуном, почти одновременно начал тоже искать воду, не глядя на Чимина. 팀이 추론한 그런 Я бы даже не обсуждала эту ситуацию, но сюда втянули BTS. Общежитие, на которое жаловались родители Нуджинс, оказалось тем же, в котором жили BTS. Недавно родители участниц New Jeans рассказали о плохих условиях проживания в общежитии, в котором они жили во время тренировок, и выступили в поддержку генерального директора Адор Мин Хи Джин. Мать Минджи подробно описала трудные условия в Source Music. Начав стажироваться в возрасте 13 лет, Минджи жила одна в общежитии, где была плесень и тараканы. Ее мать описала шок от обнаружения этих условий год спустя, так как родителям не разрешалось входить в общежитие. Участнице New Jeans часто приходилось добираться домой поздно ночью, иногда после 2 часов утра, без охраны. Недавний пост в социальных сетях показал, что общежитие, в котором когда-то жила Минджи, было тем же, которое использовали BTS во времена их стажировки. Согласно посту, здание было передано Source Music и раньше использовалось BTS. Пользователь, поделившийся постом, отметил: Мин Хи Джин, верящая в шаманизм, или родители позволили им оставаться в общежитии, думая, что они получат энергию BTS. Комментарии корейских пользователей: перестаньте так много упоминать BTS.
Вы знаете, что люди просто начнут обвинять армию в нападках на девичьи группы, называя нас токсичным фэндомом. Похоже, что шаман сказал вам жить там. Перестаньте использовать BTS в ваших ссорах. Я могу подтвердить, что я армия, но мне очень не нравится New Jeans. Не приплетайте BTS. Ссорьтесь между собой. Не упоминайте BTS. Комментарии международных пользователей. Комментарии корейских пользователей на этот раз, на удивление, разумны. Похоже, что они не поддаются провокации. Если у родителей были такие большие проблемы с этим, они должны были сделать больше для своих дочерей. Сейчас, когда они больше там не живут и имеют роскошные общежития, говорить об этом бесполезно. Хотя BTS сейчас в перерыве, похоже, что им никогда не удается отдохнуть. Итак, родители New Jeans делают вид, что они не участвовали или не несут ответственности за своих детей, когда те были стажерами. Понял. Это начинает звучать как попытка найти хоть что-то, на что можно пожаловаться. Бабочки в моем животе сходят с ума каждый раз, когда я вижу этого Чангука, несущего Чимина на руках. Официальный клип Ху превысил 22 миллиона просмотров на YouTube. Чангук выделяется своим контролем дыхания и идеальной точностью. Его выступления, будь то сольные или в составе BTS, неизменно демонстрируют его исключительный талант и преданность своему делу. Как Чангук начинает таять, как только его парень прикасается к нему. Привычка Чон Чангука сидеть, спрятав все лапки под себя. Партнеры. Когда Джин спросил, кого они имеют в виду в качестве партнера, Чимин сказал, что он имел в виду Тэхёна, президента класса. Но Чангук нет, этого не произойдет, и сразу же обнял Чимина, как только музыка остановилась. Чимин был совершенно ошеломлен, потому что, когда Джин спросил его, почему он не обнял Тэхёна, Чимин: «Я не обнимал его. В какой-то момент я был просто в его объятиях, а за его спиной стоял большой-большой улыбающийся Чангук». Чангук просто хотел быть партнером своего Чимина. Чангук ни за что и никогда не отдаст никому свою драгоценность. Чимин побеждает даже в предвыборной гонке в США. Ху, заглавный трек нового альбома Чимина Muse, в настоящее время занимает первое место в чарте iTunes Top Songs в 116 странах и регионах мира, включая США и Великобританию, где пользуется популярностью. Ху быстро захватила чарты iTunes в каждой стране сразу после выпуска, но при этом США какое-то время оставалась на втором месте. Потому что предвыборная песня президента Трампа «You Missed» в исполнении Тома Макдональда, получившая подавляющую поддержку американского народа, сохраняла первое место. Ху превзошла предвыборную песню Трампа и заняла первое место, а американские и корейские СМИ быстро опубликовали новости об этой захватывающей победе, даже назвав трек «Песней года». Forbes сообщили, что альбом Чимина обошел даже Эминема. Чимин привлек много внимания как главный герой сенсации, охвативший Соединенные Штаты, крупнейший в мире музыкальный рынок. И в топе вещей, которые изменили все мое представление о прекрасном, всегда будет она,
цепочка Чангука, которая просто запуталась во время дэнс-брейка, и он не нашел ничего лучше, чем оторвать ее к черту. Почему это так мило? Чимини Хёну. Привет, Пак Чимини Хён, я Чангук. Это твой 20-й день рождения, так что я не мог не написать тебе письмо. Счастливого дня рождения, и я всегда благодарен тебе. И хотя я всегда игнорирую твои шутки и не признаю их, но ты же знаешь, что я делаю это не специально, да? Хён, я люблю тебя, и еще раз с днем рождения. Я куплю нам поесть в следующий раз. Они безумцы, потому что какого хрена они делали тут? Это был тренд ТикТока на самом деле, и кажется, они двое в курсе него. Ну или они просто ненормальные и делают так постоянно, чтобы спина не болела и суставы не скрипели. Не повторяйте в домашних условиях. В выпуске новостей канала СБС сообщили о том, что альбом Muse получил положительные отзывы от Grammys и NME, а также о том, что Чимин привлек к себе внимание на американской сцене. Второй сольный альбом Чимина из BTS Muse получил положительные отзывы от зарубежных организаций. Американская премия Grammys заявила, что альбом демонстрирует его творческий рост, многогранность и новую сторону его музыкальной идентичности, и что благодаря этому альбому люди смогут узнать Чимина глубже. Британское музыкальное издание NME охарактеризовало альбом как настроение для любви, путешествие для настоящей романтики. Вчера Чимин привлек к себе внимание заранее записанным дебютным исполнением своего главного сингла «Who» на популярном американском телешоу NBC The Tonight Show starring Джимми Фэллон. Они безумцы, потому что из-за них ты краснеешь и улыбаешься, как дурачок, потому что они безумно милые и веселые. И этот момент, когда Чангук поднимает Чимина на ручки, перед этим сказав «дай мне тебя поднять», заставляет умиляться. Зарубежные продажи от K-pop достигли 1 триллиона вон. K-pop кризис становится реальностью. Вторых BTS уже не будет. Зарубежные продажи впервые в истории превысили 1 триллион вон. Корейский институт культуры и туризма оценил зарубежные продажи почти в 1 триллион вон по состоянию на 2023 год. Однако было установлено, что рынок K-pop, который находится на подъеме, имеет как позитивные, так и негативные стороны. Популярный культурный критик Лим Джин Мо заявляет о рынке K-pop: «Мы идем плечом к плечу с кризисом». Несмотря на достигнутый результат продаж, можно заметить в музыкальной индустрии K-pop такое явление, как застой. В случае с K-pop свет и тень приходят одновременно. Рынок K-pop переживает кризис. Он становится реальностью. K-pop занял прочное место на мировом рынке, но в то же время находится в кризисной ситуации. K-pop достиг таких высот благодаря артистам. Наблюдается постоянное расширение влияния за рубежом в сочетании с проблемами в менеджменте компаний. После BTS многие артисты вышли на мировой рынок, что и привело к повышению продаж. После выхода BTS на рынок США в 2016 году K-pop показал рекордный рост в 2017 году. Однако не существует следующей айдол-группы, которая смогла бы превзойти BTS и Blackpink. Прогнозы индустрии развлечений на второй квартал этого года отечественных фондовых компаний, составленные F&Guide, также неутешительны. В этом отчете в качестве причин плохих результатов
упоминается тот факт, что BTS практически неактивны из-за прохождения военной службы. Отсутствие полной активности Blackpink, которые служили весомым источником дохода, и низкие внутренние продажи в Китае. Что касается K-pop, то среди некоторых поклонников Hallyu, корейской волны, существует негативное восприятие из-за стратегии полагаться только на продажи. Продолжение роста K-pop должно быть достигнуто певцами вместе со своими фандомами. Однако им не хватает серьезного понимания значимости артистизма. Художественный подход уходит на второй план, поскольку они сосредотачиваются исключительно на продажах. Это чувствуется так, будто они сфокусированы только на зарабатывании денег. В целом интерес к песням ухудшается. Хороших песен не выходит. Что касается продаж, мы ориентируемся на прибыль от выступлений, например, танцев и концертов. Кей-поп является одной из главных составляющих корейской волны на зарубежных рынках, но он также вызывает проблемы из-за маркетинговых стратегий, ориентированных на продажи фотокарточек и однообразности контента. В настоящее время крупные развлекательные компании добиваются хороших результатов, таких как мировые туры. Это правда, что глобальная база расширяется. Появятся хорошие группы и артисты, хотя это может занять время. Однако позитивные и негативные аспекты кей-поп проявляются одновременно.